Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Знаете, что я недавно поняла? Творческого человека сразу видно. Только он начинает что-нибудь делать, как окружающие уже говорят: «Ну что ты творишь?» А у меня нашлись куски мебельной ткани. Я специально отложила отдельно белые, бежевые и самые светлые образцы. Сейчас ведь тренд на бежевый. Фраер смог, а я чем хуже. Поэтому перебираем все лоскутки и стараемся использовать их максимально. Мы можем накроить детали размером 10 на 20 сантиметров. Если получается чуть короче, такие детали нам тоже пригодятся. Остатки мы не выкидываем, а сразу же делаем заготовки для следующих проектов. Узкие полоски откладываем в сторону, а у мелких обрезков закругляем один край. Мои постоянные зрители помнят коврики, которые я шила из этих деталей. Все заготовки разделим на две части, светлые и чуть темнее. Теперь у нас задача. Сшиваем детали попарно, лицом к лицу, по узкой стороне. Шьем сразу все детали гирляндой. Экономим нитки, деньги, время и нервы. Ткани у нас плотные, мебельные. Многие из них с коротким ворсом. Чтобы все швы были аккуратными, припуски разворачиваем в обе стороны и прижимаем машинной строчкой. Сначала прошиваем с одной стороны. Потом с другой. Затем мы также соединяем вместе и прошиваем готовые пары. Получаются длинные ряды. В каждом 8 деталей. При шитье рядов часть начинаем не с целого кирпичика, а с половинки. Так мы сможем красиво выложить кирпичную кладку. А дальше уже сшиваем, соединяем вместе готовые ряды. Все точно так же, как и в предыдущих соединениях. Сначала прошиваем, потом разворачиваем и закрепляем припуски. По краю готового полотна нашьем полоску ткани шириной 11 сантиметров. Конечно, она тоже будет составной. Но здесь мы используем другой шов.
запашивочный с открытым краем. Нашитую полоску можно спокойно отогнуть и закрепить машинной строчкой. Работы над этим проектом было очень много, ведь каждый шов приходилось прошивать трижды. А сейчас готов только топ. Чуть позже сделаю обратную сторону, соединю все вместе и простегаю. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. У вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Не ждите чудес, чудите сами. Напоминаю, что все мои видео вы можете найти на Boosty. Присоединяйтесь к нашим группам ВКонтакте и Одноклассниках. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!